Всем привет! В этом видео я покажу бортовые настройки компьютера электросамоката Kuga M4 Pro. Для начала нам нужно зажать две кнопки на колодке. Попадаем в меню нашего компьютера. Первый пункт — это у нас единицы измерения, километры либо мили в час. Меняя кнопкой мод, нужно установить, что мы будем использовать. 0 это километры, единица это мили. Естественно, оставляем километры. Подтверждаем кнопкой включения кратковременно. Следующий пункт. Также кнопка включения переходит на P3. В этом пункте нужно установить, какую мы будем использовать батарею. Как видите, здесь самое минимальное это 24 и по возрастанию 24, 36, 48 и 60. Естественно, для самоката Kuga M4 Pro, у которого напряжение номинальное 48 вольт, нужно также установить 48. Подтверждаем кнопкой включения. Переходим на следующий пункт. В этом пункте можно установить время отключения при бездействии от 1 минуты до 60 минут. Нажимая на кнопку мод, естественно, мы можем менять время. Самое оптимальное это 10 минут. Может даже лучше поставить 5 минут. Я оставлю 10. Подтверждаем. Переходим на следующий пункт. Здесь нужно указать точный диаметр колеса. У Kuga M4 Pro диаметр 10 дюймов. Соответственно, оставляем 10 дюймов. Переходим на следующий пункт. Как поняли, здесь уже можно менять. Если вы знаете точный диаметр, можно установить по факту, какой есть диаметр. В данном случае 10 дюймов оставляем. Подтверждаем. Следующий пункт. В этом пункте нужно указать количество магнитов, которые используются в моторе. В M4 Pro, насколько я знаю, 30 магнитов. Поэтому мы оставляем, ничего не меняем. Можно, конечно, поменять, если кто разбирал свой мотор и знает точное количество. Или у кого уже установлен другой мотор-колесо. Пункт 9. В этом пункте активность датчика отталкивания. То есть, если стоит 0, то, соответственно, можно ехать без отталкивания. Если стоит единичка, то обязательно нужно оттолкнуться. Здесь стоит 0, так как самокат с сиденьем используется, поэтому отталкиваться здесь нет необходимости. Следующий пункт. В этом пункте нужно настроить режим привода. Что это значит? Каким способом будет трогаться мотор-колесо. Это продолжение пункта 9. В принципе, можно было их объединить, но почему-то сделали два пункта. Что здесь нужно установить? 0. То есть крайний должен быть 0, трогаться только с толчка. Единичка трогаться только с курка. И третий пункт есть, то есть это 0,2. Трогаться можно обоими способами. Тут можно установить либо 1, либо 2. Если вы установите 0, то в принципе мотор не поедет. Даже крутиться, так скажем, не будет. Сейчас покажу. Я сначала выставил нолик, то есть у нас в принципе мотор не будет крутиться. Запускаем. Как видите, я курок газа нажимаю, он не едет. Выставляю единичку. Поднимаю мотор. Нажимаю газ. И как видите, колесо заработало. Выставляю двоечку, колесо также заработает. Нажимаю газ. Работает. Следующий пункт интересный. Прежде чем перейти в меню настроек, сначала здесь нужно выставить, какую передачу мы используем. Естественно, этот пункт будет означать установку мощности, или скорости на данной передаче. Выставили единичку. Итого мощность указана 100. 100 это неправильно, нужно поменять. На первой передаче должно быть меньше мощность. Здесь указываются проценты мощности, то есть какой процент мощности будет передаваться на мотор. Я выставлю на первой передаче 25,
Думаю, этого будет достаточно. Подтверждаю. Выставляем другую передачу, вторую. Выставил 40. Я думаю, для этого самоката 40% будет вполне достаточно. Так как мотор у него резвый, мощный, то на второй передаче ему будет достаточно 40%. И выставляем третью передачу. Здесь, в принципе, можно поставить, наверное, даже 60. Ну, в принципе, кому как удобно будет. Если кто уже давно ездит на этом самокате, можно и 100% поставить. Я выставляю 60. Я думаю, это оптимально будет. Следующий пункт. Это круиз-контроль. В данном случае 0 выключено, единичка включено. Ну, как бы не очень удобно, потому что можно забыть про этот круиз-контроль и куда-нибудь влететь по неосторожности. Поэтому лучше его отключить и оставить так, как есть. Следующий пункт — это сброс настроек на заводские. Как сбросить? Нужно зажать кнопку мод на 6 секунд, и тогда сбросятся настройки. Ну, естественно, я не буду этого делать. Кому нужно, сами сделайте. Следующий пункт. D0. Сброс одометра. Чтобы сбросить, также нужно зажать на 6 секунд мод кнопку, и он сбросится. В принципе, по основным настройкам это все. Я слышал про скрытый, но как бы не изучал, не было необходимости в этом. Кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще много очень интересного и полезного. Всем пока!